Так, восток у нас там. Значит, мой сектор в той стороне. Или восток все-таки не там? Всем привет, друзья! Тут такое дело, мы поставили себя на место болельщика и поняли, что когда ты впервые оказываешься на нашем очень большом и очень крутом стадионе, то сразу же начинаешь задавать себе вопросы. Как пройти туда? Как пройти сюда? Ну и так далее. Поэтому мы решили, что новая серия путеводителя по Санкт-Петербургу будет посвящена навигации. Начнем с самого простого и важного. Наш стадион разделен на 4 трибуны. 1xBet трибуна А, Б, Россия трибуна С и Д. Каждая трибуна разделена на ярусы и сектора. Тут все элементарно. Ярусов всего два. Первый, он же нижний, и второй, он же верхний. Определить, какой у вас ярус, можно по первой цифре, которая указана на билете. Например, ваш сектор B106. B — это трибуна, 1 — номер вашего яруса. Номера секторов на стадионе увеличиваются по часовой стрелке. Кстати, вы в любой момент можете воспользоваться шпаргалкой. На обратной стороне вашего билета есть схема арены и основные правила поведения, которые нужно соблюдать. Если ваше место находится на втором ярусе, вы всегда можете воспользоваться эскалаторами. Еще на арене есть система лифтов, но они предусмотрены только для служебных целей и владельцев абонементов VIP-ложек. Кстати, о ложах. Это лучшее место, откуда можно смотреть футбол на стадионе Санкт-Петербург. Находятся они между первым и вторым ярусами по периметру всей арены. Попасть туда можно на лифтах, к которым вас проводят наши хостес. А подробнее о программах гостеприимства вы можете прочитать на vip.fc-zenit.ru. Если вы заплутали и не можете найти свое место на стадионе, друзей, с которыми договорились встретиться у сектора А108, ну или ближайший холодильник с зенитовским мороженым, то вам всегда на помощь придут суперстюарды. Зенитовские стюарды на стадионе повсюду, и они всегда готовы ответить на любой вопрос, касающийся навигации. Так что обращайтесь. Теперь поговорим о том, куда идти можно, а куда нельзя. Если вы купили билет на стадион Санкт-Петербург, это значит, что вы можете перемещаться по всем секторам и ярусам вплоть до стартового свистка. Как только матч начался, вы должны занять место, указанное в вашем билете. Между первым и вторым ярусом располагается круговой стилобат. Вы можете ходить по нему в любом направлении. Единственная зона, куда вам в данном случае нельзя, это часть стилобата, проходящая над виражом. Туда могут попасть только обладатели абонементов на фанатские сектора. Кроме того, болельщикам не разрешается находиться на крыше и в служебных помещениях. Однако везде, куда доступ закрыт, находятся сотрудники службы безопасности, поэтому случайно забрести на крышу у вас вряд ли получится. Теперь о приятном. Еда. Ее на стадионе Санкт-Петербург очень много. Точки продажи еды равномерно распределены по всей территории арены. Та же ситуация с магазинами, где можно купить зенитовскую атрибутику. Да, разумеется, может возникнуть такая ситуация, что вы захотите в туалет. С ними на стадионе Санкт-Петербург все в порядке. Рядом с каждым сектором есть сразу же несколько уборных. Мужские, женские и для малоподвижных групп населения. Ну а больше всего туалетов ниже уровня стилобата, то есть на первом ярусе. Лестниц на стадионе Санкт-Петербург не меньше, чем в Хогвартсе, и поначалу вас это может слегка напугать. Справедливо. Но на самом деле разобраться в том, где подняться, куда спуститься и как при этом не облажаться, очень легко. Рядом с каждой лестницей написано, куда она ведет и на каком этаже вы окажетесь, если ей воспользуетесь. На стадионе прекрасно развита система указателей. Если внимательно следить за табличками, то вы всегда будете попадать в то место, куда изначально направлялись. Ну а если вы все-таки заблудились, обращайтесь к стюардам. Они всегда помогут. Теперь поговорим о том, как себя вести после окончания матча, ведь это тоже очень важный момент. В случае, если на стадионе присутствует менее 45 тысяч человек, болельщики с первого и второго ярусов, как правило, покидают свои места одновременно. Если же на игру собрались более 45 тысяч зрителей, то сначала чашу стадиона покидает первый ярус, а через пару минут — второй. В такой ситуации вам стоит внимательно слушать объявление диктора за 10-15 минут до финального свистка. Он расскажет о порядке выхода максимально подробно. Благодаря отлаженной системе, даже в случае аншлага арена пустеет за 7-10 минут. С территории стадиона есть два выхода. Первый через центральные ворота. Так вы окажетесь рядом с памятником Кирову. Второй рядом с воротами номер 9. Этим вариантом стоит воспользоваться, если вы собираетесь пойти домой по пешеходному яхтенному мосту. Как и до матча, после финального свистка с Крестовского острова отправляются зенитовские шаттлы, которые доставят вас до станции метро Петроградская, маршрут С3, Выборгская, маршрут С4 или Чкаловская, маршрут С6. Шаттлы курсируют в течение 2 часов после окончания матча.
Чтобы добраться до остановки шаттлов с маршрутами S3 и S4, надо пройти по главной аллее и вовремя свернуть направо. В этом вам помогут расставленные указатели. До шаттлов с маршрутом S6 идти чуть дольше. Надо пройти всю аллею и еще 300 метров до улицы Спортивная. А еще вы можете прогуляться до станции метро Крестовский остров и отправиться домой оттуда. Тем, кто приобрел парковочные места на стадионе, мы рекомендуем покидать Крестовский остров по северной дороге. Там транспортный поток значительно ниже, чем на южной. Теперь вы знаете все о навигации на нашем суперстадионе. Чтобы информация усвоилась лучше, можете пересмотреть особо важные для вас моменты. Подсказку с точными тайм-кодами мы оставили в комментариях под этим видео на YouTube. Приходите на стадион Санкт-Петербург и используйте полученные знания. Увидимся на футболе!